Марина Сафонова. Близкие не всегда хотят нам добра, а чаще добра себе. Вот тебе раз. Например, муж мой отбивает у меня желание рисовать намеренно и очень боится, что я буду успешным художником, так как ему дома нужна послушная и услужливая жена, а не свободный и интересный людям художник. Ой, ну что ж мне сделать в этом случае? Могу только сказать о себе, что я поддерживаю любые намерения близких, абсолютно любые. Я чувствую, что это идет на созидание, на развитие. Разве я могу, кто я такой, чтобы остановить развитие близкого человека? Да как я буду потом жить, как я буду спать? С кем? Я понимаю, что я подливаю масло в огонь, но от того человека мне и близкий, что мне приятно видеть в нем свободного человека, а не раба. У раба потухший, тусклый, усталый взгляд. У свободного человека, который развивается, взгляд волшебный, яркий, глаза горят, куча планов. Больше любви просто будет в доме. Любить, я слышал одну фразу, это ни о чем не жалеть. У нас есть, по моему разумению, только одна задача – быть счастливыми. Мы живем, чтобы испытывать счастье. По возможности каждый день, как бы трудно ни было. Мы проходим через разные испытания, и сейчас все проходят через серьезнейшие испытания. Но впереди, если мы не будем чувствовать, что впереди свет, то что же это за жизнь? Тьма не согреет, свет согреет. Свет так манит, что ты готов преодолеть любые расстояния, любые препятствия, чтобы соединиться с ним, когда придет время. Ну, объясните, Марина, мужу, что вы хотите повесить картины у себя дома, чтобы дом был еще более красив, чтобы с каждой стены на вас, на мужа, на близких излучалась радость ваших картин. А для того, чтобы это было, вам нужно заниматься. Ну что? А вы что скажете, друзья, как помочь Марине? Дон Сантино, скажите, Слава, вы свою складную палитру покупали где-то или вам делали ее на заказ? Вы знаете, Дон Сантино, это довольно-таки долгая история. Я таскал всяческие обычные эти самые этюдники и разных сортов, и кассетники. Сюда приезжал в Гурзуф, обвешанный как верблюд этими тяжестями. И я решил положить этому конец, поскольку все-таки я дизайнер, дизайнерский ум. И я придумал и палитру, и кассетник. Была разработка, идея возникла. С использованием треноги, повесить на нее треноги, сделать эти рожки. Чтобы было все удобно, чтобы у меня был стол рабочий, чтобы это было легко. Я просто сел, подумал и придумал эту палитру. На стадии разработки, пока это все доводилось, у меня было 3 или 4 палитры, которые я менял, какие-то части доделывал. В итоге получилась та, которая мне удобна. Это оказалось непростое занятие, довести ее до ума, чтобы она была вот во всем удобна. Вы можете попробовать это сделать самостоятельно, посмотрев на мою палитру. Все к тому, что есть идея, поскольку она очень хорошая, думаю, что я продолжу ее выпуск в некотором будущем. Я попробую найти мастера. Это моя авторская идея. Пожалуйста, обращайтесь, столяры, которым это интересно, и будем с вами сотрудничать. Надя Катаева. Очень хочется попробовать написать что-нибудь в вашем стиле, но я начинающий художник и учусь еще только правилам. Если можно, посоветуйте какой-нибудь ваш урок. Надежда. Вот с чего нужно начать? Первый урок – это основы целостного видения в пейзаже. Много примеров. Прям законспектируйте. Может быть, не раз посмотрите это видео. Оно длится, по-моему, 2 часа.
Это серьезный урок, такой основа, базис, как видит художник. Следующий урок я советую 13-й. Что такое композиция? Понять, как это устроено, как из всего мотива извлекать композиционное решение, как мыслить композиционно. И еще изначально 28-й урок – это перспектива. Мы же рисуем пространство, есть законы, как рисовать пространство. В пространстве есть объекты. Так, чтобы все это клеилось, не рассыпалось, не разваливалось, нужно соблюдать законы перспективы, построения в пространстве объектов. Значит, 1, 13, 28. А потом интуитивно, вот просто посмотрите анонс, к каждому уроку ведь есть анонсы, посмотрите, что вас зацепило. Там везде, в каждом уроке свои задачи, свои какие-то новинки, решения, находки. И одна вот студентка, которая сейчас приезжала ко мне на класс сюда, сказала, что ведь приезжаешь на класс, причем издалека приезжала, из Сибири, едешь за одним словом. Я по себе знаю, что вот одно слово, сказанное преподавателем, может изменить понимание живописи. Одно слово. Так что в каждом уроке есть свои какие-то нюансы, свои изюминки, которые могут изменить ваше представление о живописи, и будем развиваться вместе. Друзья, это 38-й урок, он написан на винограднике, здесь, в Гурзуфе. После того, как работа была скомпонована, идет процесс решения, поиска решения. В момент закладки отношений оно возникает. И я показываю, как художник идет, как он идет к реализации этого решения. Это очень интересный процесс. И этот урок для тех, кто любит дизайн в живописи, кто любит экстраординарное выражение. Это не значит, что вы будете так же писать, но просто это толчок к тому, чтобы вы искали свой способ, новый способ выражения того, что вы видите. Мотив может быть незамысловатый, простой, но найти уникальное, яркое его выражение – это очень большая задача, и урок посвящен этому. 38-й урок, 2 тополя, дизайнерское решение.